Сергей уже третьи сутки был в пути, он возвращался со свадьбы лучшего друга. За мороза и снега дорога превратилась в сплошной каток. Он снизил скорость, чтобы не рисковать. Внезапно около леса он заметил одинокую фигуру. Интересно, кого это занесло в такую глушь, подумал Сергей, ведь ближайший населенный пункт был в километрах 40. Сергей остановил машину и поспешил к лесу. Под деревом стояла молодая женщина, вся посиневшая от холода. «Ты как тут оказалась?» – спросил Сергей. Но та ничего не ответила и только что-то пробормотала дрожащими губами. «Пошли, я отвезу тебя домой», – сказал Сергей. Девушка послушно встала и пошла за ним. Мужчина налил ей горячего чая и укутал пледом. «Где ты живешь?» – спросил Сергей. «Уже нигде», – ответила женщина. Как оказалось, ее муж был очень груб и жесток. Они сильно разругалась, и он отвез ее в лес и сказал, чтобы больше ее не видел. «А в полицию не пробовала обращаться?» – спросил мужчина. «Бесполезно, у него там все схвачено, он общается в блатных кругах и все его знают», – ответила женщина. «Я не поеду домой», – сказала девушка. «Ладно, поехали ко мне, а там подумаем, что делать», – сказал Сергей. Сергею стало очень жаль эту девушку, и он не понимал, как так можно поступать. Мужчина жил один в однокомнатной квартире. Он не планировал обзаводиться семьей, считал, что сначала нужно построить карьеру. Он никогда не забудет, как раньше жил впроголодь с матерью. Сергей поставил раскладушку на кухне, а девушке отдал кровать. В тот вечер они долго разговаривали, и девушка рассказала о своей нелегкой судьбе. Утром Сергей засобирался на работу. Татьяна проснулась. «Будь как дома, еда в холодильнике, не стесняйся. Я пойду на работу, а вечером подумаем, как с тобой быть», – сказал Сергей. Весь день Сергей думал о Татьяне, что с ней делать и как поступить. И тут он вспомнил про одноклассника, который работал в полиции, может, он сможет помочь. Возможно, Татьяна преувеличивает властность своего супруга. Подходя к дому, он увидел у подъезда 3 полицейские машины. Что случилось, к кому они приехали, подумал Сергей и увидел, как в наручниках выводят Татьяну. «Что случилось? Это все твой муж устроил?» – спросил мужчина. «Нет никакого мужа», – крикнула Татьяна. К Сергею подошел полицейский, показав удостоверение и сообщил мужчине: «Вы подозреваетесь в хищении большой суммы, и если будете сотрудничать с нами, то пойдете не как подозреваемый, а как свидетель», – сказал полицейский. Мужчина послушно сел в УАЗик. В отделении мужчина узнал, что Татьяна обокрала банк, в котором работала. Ее искали по всему городу, пока она не позвонила родителям, и ее без труда вычислили. «Скажите, это вы ее надоразумели на такой поступок? Где вы прячете деньги? Мы обыскали всю квартиру», – сказал полицейский. «У меня нет никаких денег, я вчера ее нашел в лесу, и при ней не было никаких денег. Запись с видеорегистратора подтвердит мои слова», – сказал Сергей. Через несколько часов мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сергей пребывал в состоянии шока. Убираясь в квартире после обыска, парень не верил в то, что Татьяна могла украсть деньги. «А что, если это ее муж подстроил?» – подумал Сергей и набрал номер своего друга полицейского. К счастью, друг не отказал в помощи, и через час они сидели на кухне, пили чай и обсуждали случившееся. «Я не думал, что ты будешь замешан в этой истории. Дело известное, вся полиция стояла на ушах. У Татьяны есть 5-летний сын, она мать, одиночка, и недавно ему поставили неутешительный диагноз, нужно было дорогостоящее лечение. Татьяна долго бегала по разным фондам, но результата не получала. Потом она решила обратиться к руководству банка, чтобы взять кредит, но и там ей отказали. Но недавно ее сыну стало совсем плохо, и она решилась на эту кражу. Украв деньги, она отдала деньги в больницу, мальчику сделали нужную операцию», – сказал Николай. «Да уж, дела. А что она делала в лесу?» – спросил Сергей. «Говорит, что была в состоянии аффекта», – ответил Николай. «Как я могу помочь ей, ведь у нее маленький ребенок?» – спросил Сергей. «Ну, во-первых, нужно нанять хорошего адвоката, и в идеале было бы вернуть украденную сумму, может, банк пойдет навстречу и отзовет заявление. Адвоката я найму, а вот где деньги взять?» – думал Сергей. Всю ночь Сергей не сомкнул глаз, все время думал о Татьяне. Она ведь оказалась в безвыходной ситуации, речь шла о жизни ребенка. Он очень понимал ее, и там ей не место. У Сергея была некоторая сумма денег, которую он откладывал на строительство дома. Остальную сумму он решил одолжить у начальника. Они хорошо общались, и у них были доверительные отношения. Благодаря адвокату и возвращенных денег через месяц Татьяна была на свободе, банк пошел навстречу девушке. Сергей встретил Татьяну. «Ты прости меня, что я не рассказала тебе всю правду. Спасибо большое за все, что ты сделал. Я до конца жизни в неоплатном долгу перед тобой. Как мой сын», – сказала и заплакала девушка. «Идет на поправку, я вчера к нему заезжал». «Перестань, ты ничего мне не должна, на кону стояла жизнь ребенка», – ответил Сергей.
Прошло 1,5 года. Сегодня Татьяна выходила замуж за самого любимого и надежного человека. «Мама, там дядя Сережа приехал на лимузине!» – радостно закричал Кирюша. Татьяна и не могла поверить, что тогда, замерзающая в лесу, встретит там своего спутника жизни.